Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня вы со мной на моей кухне, и мы сегодня опять будем печь. Печь мы будем сегодня круассаны. Круассаны, которые получатся у всех, очень легкая, быстрая выпечка. И я думаю, они нравятся всем, и взрослым, и детям. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня для наших круассанов для теста нам понадобится 150 мл теплого молока и 150 мл теплой водички. Сюда же мы отправляем буквально щепоточку соли и 4 столовые ложки сахарного песка, это приблизительно 60 грамм. Сегодня я вам даю классический рецепт круассанов. Как сказать, они будут не слоеные у нас, но очень слоистые и очень-очень легкие. На весь рецепт у нас уйдет всего 100 грамм сливочного масла. В тесто добавляем 2 яйца. Смотрите, сегодня я вам даю этот рецепт классический, как я вам уже сказала. Вы можете его сделать с соленой начинкой, со сладкой начинкой. Сегодня я вам покажу, так сказать, пустые круассаны, без начинки. Ничего мы не будем класть вовнутрь. Тесто получается бесподобное. Все, кто попробует его сделать, я уверена, что вам оно всем понравится. И начинаем вводить в тесто тихо-тихо муку. 600 грамм муки у меня. Тесто дрожжевое. И сейчас мы добавляем сухие дрожжи. 1 столовая ложка полная. И постепенно будем добавлять муку. Мука у меня уходит на этот рецепт 600 грамм. Вы добавьте 500 грамм и потом уже добавляйте по чуть-чуть муку, потому что у каждого мука все-таки разная. Тесто получается не крутое, очень приятно с ним работать. И буквально за полчаса оно поднимается, потому что, как вы поняли уже, тесто не тяжелое. В тесто я положу 50 грамм сливочного масла, и остаток масла, 50 грамм, мы его просто-напросто намажем, когда будем уже раскатывать. Всю муку я ввела уже в тесто и замешиваем рукой, конечно. Сюда же добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла. Можете, конечно, положить маргарин. Все, тесто я не буду ни вымешивать на столе, абсолютно ничего. Тесто у нас уже готово. Посуду, где будем ставить тесто, смазываем растительным маслом любым. И отправляем туда тесто. Просто-напросто смешали все продукты. Все, мы тесто не вымешиваем. И вы посмотрите, какое воздушное, какое пузырчатое оно получается. К рукам не липнет абсолютно. Живое-живое, бесподобное. Накрываем крышечкой или полотенцем и оставляем его в теплом месте подниматься. Полчаса прошло у меня. Посмотрите, какое тесто. Очень оно мне нравится. И сейчас я вам покажу, как я буду разделывать круассаны. Буквально капелька муки, чуть-чуть. Присыпаем поверхность, где мы будем раскатывать тесто. Вначале распределим руками и потом, конечно, скалочкой сейчас раскатаем. Пласт у нас должен получиться приблизительно 40 на 50. Очень легко тесто раскатывается, очень легко с ним работать. Оставшееся сливочное масло 50 грамм мягкое, мы его просто-напросто мажем на этот пласт теста. Я его распределяю руками и сверху подсыпаем сахарным песочком. Где-то 2 столовые ложечки. Зрительно разделяем весь пласт на 4 части и разрезаем. Очень быстро и очень легко готовится. Весь процесс происходит очень быстро. Укладываем каждый кусочек друг на друга, последний кусочек перевернем, чтобы масляная сторона оказалась внутри. Все, тут же мы начинаем работать с тестом. Мы его не оставляем снова подниматься, ничего. Приблизительно длина теста нам нужно сделать 50 сантиметров, а ширина 15-16 сантиметров. Раскатываем тесто, оно у нас уже получилось слоистое-слоистое. Толщина приблизительно 1 сантиметр.
И разрезаем на треугольники. Сегодня я сделаю большие круассаны. Они у меня получаются приблизительно по 140 грамм. 9 штук я сделаю больших. Если вы хотите, вы можете их сделать поменьше. Сворачиваем, как сворачиваем все круассанчики классические рогаликами. Вовнутрь я, как вам уже сказала, сегодня я не кладу никакую начиночку. Можете положить кусочек шоколада, можете оставить их на завтрак с колбаской, с сыром, с чем хотите. Очень вкусные. И очень долго не черствеющее тесто. Можете даже, знаете, как получается, в принципе, много, 9 круассанов. Вы можете их уложить, каждый круассанчик отдельно в пакетик и положить в заморозилку. Вытаскивайте буквально за полчаса, они быстренько очень размораживаются. И очень хороший такой завтрак. И на завтрак, и на ужин. Вот такая красота у нас получилась, 9 штук. Укладываю я их в противень на бумагу, накрываю и оставляю опять-таки ровно на 25 минут. Прошло 25 минут, они у меня надулись, и мы их смазываем яичком и молочком, столовая ложка молочка. Мажем аккуратненько, чтобы они не сели. Тесто получается воздушное. Без веса вообще нет у этих круассанов, бесподобное. Попробуйте, я уверена, вам всем понравится. И, как вы поняли, они делаются очень-очень быстро. Сверху посыпаем сахарным песочком. Можете, конечно, посыпать чем хотите. И все, отправляем выпекаться в разогретую духовку на 180 градусов. Пеклись они у меня приблизительно 25 минут, где-то 20-25 минут. Следите за духовкой. Горячие они у меня еще, посмотрите, какие бесподобные они внутри. Слоистые-слоистые. И, по идее, тесто не слоеное. Очень быстрое дрожжевое тесто. Очень вкусно. И очень быстро. Ну что, я думаю, вам всем понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки и пишите комментарии. Приятного чаепития, мои дорогие. Пока-пока.